Салют, друзья! С вами Армен, это гид гитарного звука, и в 6-м эпизоде серии «Курс молодого творца» я расскажу вам про разные виды грязевых педалей. Поехали! Данная тема просто огромна, и каждая схематика заслуживает отдельного ролика, так как с момента появления успела обрести богатую историю и большой ряд модификаций. И, конечно, говорить о педалях без примеров звучания не особо верно. Но если все вышеупомянутое попытаться втиснуть в один ролик, его длительность составила бы пару часов, если не больше. Поэтому в данном видео мы условно поделим педали на разные категории и тезисно обсудим классические схемы, которые сформировали сегодняшний рынок. А уже после, основываясь на ваших комментариях, будем снимать более подробные ролики по каждой категории с примерами звучания и погружением в историю определенного эффекта. Начнем с рассмотрения 5 видов бустеров. И первым обсудим Clean Boost, самый простой и понятный. Он добавляет громкости вашему сигналу без изменения тембральной окраски, добавления клиппинга или других искажений. Помимо подъема громкости для соло, такой буст можно использовать для разгона ваших любимых овердрайвов и фузов. Второй вид – Treble Booster. Порой использование Clean Boost приводило к чрезмерному выпиранию нижней части спектра. И для решения этой проблемы в конце 60-х появился Treble Booster или усилитель верхних частот. Ярчайшим примером его использования является звучание гитарных партий Брайана Мэя из группы Queen. Третий вид – EQ-бусты. Развивая идею Treble бустера, они предлагают более широкие возможности по изменению тембральной окраски вашего сигнала. Например, можно середину выпятить, а верх наоборот подрезать и так далее. Такая педаль поможет получить новые оттенки звучания не только вашего усилителя, но и любимых перегрузов. Четвертый вид – Preamp бустер. Это одна из последних форм усиления, появившихся в формате педали. Как правило, звучание таких эффектов основано на классических аудиоустройствах прошлого. Так, например, популярный Xotic EP бустер черпает вдохновение из легендарного Echoplex EP3, а амбициозный JHS Colorbox основан на звучании консолей Руперта Нива. И пятый вид – транзисторные бустеры. Они, пожалуй, больше всех похожи на овердрайвы и, как правило, имеют запас гейна достаточно, чтобы прозвучать аж как фузы. Однако, несмотря на то, что эти педали способны на перегруз, их основной функцией по-прежнему является увеличение объема сигнала, а не степени искажения. Далее обсудим 5 классических схем овердрайвов и начнем с Blues Breaker. Это мягкий перегруз с характерно прозрачным звучанием, созданный в 1991 году. Название и звучание педаль получила от легендарного комбика Marshall, родом аж из 1962 года. Вторая схема – Tube Screamer. Это тоже мягкий перегруз, но с выраженным акцентом в средней части спектра, созданный в Японии в конце 70-х. Сердцем данного перегруза является чип JRC 4558. Третья схема – Clone Kentaur. Это жесткий перегруз с выраженным акцентом в верхней середине спектра, созданный в 1994 году. Помимо прочего, эффект прославился тем, что стоимость оригинальных юнитов сегодня начинается от $4000. Четвертая схема – Full Tone OCD. Это тоже жесткий перегруз с большим запасом гейна. Он появился в 2005 году и на сегодняшний день стал одним из самых продаваемых продуктов компании. И пятая схема – Blues Driver от компании Boss. Это овердрайв, основанный на каскаде транзисторов. Он чувствителен к ручке громкости и по звуку больше прочих похож на перегруз лампового усилителя. Далее рассмотрим 3 классические педали Distortion, а начнем с MXR Distortion Plus. Это икона перегруженного звука из конца 70-х, которая по схеме очень похожа на DOT 250.
Вторая педаль Boss DS1. Это еще один золотой стандарт перегруза, родом аж из далекого 1978 года. Педаль получилась настолько удачной, что актуальна и по сей день. И третья педаль Крыса или Red от компании Proco. Была запущена в массовое производство в 1979 году и по схеме очень похожа на Boss DS1. Однако, благодаря чипу LM308 звучит совершенно по-своему. Далее рассмотрим 4 наиболее известных фуза, а начнем с Fast Phase. Это классическая схема, основанная на двух германиевых транзисторах NKT275, появившаяся в 1966 году. Если верить слухам, является копией первых версий Tone Bender. Последний получил уникальное звучание, которое нам сегодня известно, именно в версии Mark II, когда схема получила третий транзистор, благодаря чему звучание стало более насыщенным и перегруженным. Третья схема Super Fuzz. Это первый фуз с добавлением верхней октавы, появившийся в Японии в 1968 году. По звуку он самый ядовитый и пробивной. И четвертая схема Big Muff от Electro-Harmonix, появившаяся в Нью-Йорке в 1969 году. Она основана на 4 кремниевых транзисторах, что привело к увеличению гейна и сустейна. И последняя на сегодня категория будет называться Amp in a Box. Это грязевые педали, цель которых воспроизвести звучание разных усилителей. Fender, Marshall, Vox, Dumble, Orange, Supro и так далее. А мои любимчики из Walrus Audio пошли чуть дальше и создали педаль на основе усилителя из кинопроектора Bell & Howell 385. Ну, как вы понимаете, это отличная тема для отдельного ролика. А на сегодня на этом все. Если у вас возникли вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях, буду рад ответить. Спасибо всем, кто досмотрел до конца, и до новых встреч в кривом эфире. Пока! Начнем с обсуждения клиппинга и других искажений. Помимо клин-буста приводило к чрезмерному выпячиванию нижней части спектра. Далее рассмотрим 5 классических схем от Боже мой! $4000! Рассмотрим 4 наиболих. Кого ты там наиболих? Алло. Это первый фуз с добавленной верхней октавой, появившийся. Пора заканчивать, Вася.